Здравствуйте, друзья! За что поплатился Эдуард? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Анна Долгарева. И снова здравствуйте! А давайте сегодня немного поговорим про Туманный Альбион. Вернее, о короле Эдуарде. Эдуард Мученик взошел на английский престол 10-летним мальчиком и умер через 6 лет. Его жизнь и смерть остаются загадкой. За что юный король до сих пор почитается и в католической, и в православной, и в англиканской церквях. Была ли его смерть случайностью или преднамеренным убийством? И что хорошего и плохого он вообще сделал? Эдуард принадлежал к англосаксонской династии английских королей. Они вынесены за скобки нумерации. Например, Эдуард Длинноногий, он же Эдуард I, жил на 200 лет позже несчастного юноши, которого можно было именовать Эдуардом II, но так делают редко. Отцом Эдуарда был Эдгар Миротворец. Действительно великий король, возможно, последний из великих правителей англосаксонской династии. По крайней мере, ему удалось подчинить других королей и благодаря этому сохранять в стране мир и покой. Особое внимание Эдуард уделял церковным реформам. Так именно при нем начала впервые звучать формулировка «Король Божьей милостью». Он, кстати, тоже причислен к лику святых. День его памяти отмечают 8 июля. Правда, святой Эдгар был отнюдь не безгрешен. Женщин он любил. Известно как минимум о 2 его женах. Первую, скорее всего, звали Этельфледа, и она была матерью Эдуарда, а вторая, возможно, третья, стала для юного короля типичной злой мачехой. Ее звали Эльфрида, она родила королю 2 сыновей – Этельреда и Эдмунда, и была коронована вместе с ним. Первая в истории супруга короля, добившаяся этих почестей. Еще была любовница – Вульфрида, бывшая аббатисса женского монастыря. Король похитил ее прямо из этого монастыря, чем навлек на себя гнев церкви, но не очень сильный. От Вульфриды у короля была дочь Эдит, впоследствии тоже канонизированная. И есть, правда, версия, впервые зафиксированная примерно через 100 лет после смерти Эдуарда, которая утверждает, что он тоже был сыном коварно соблазненной Вульфриды. Но большинство источников пишут о существовании законной жены Эдгара, до Эльфриды. Эдгар, обзаведясь многочисленным потомством, умер в 32 года. И церковники заспорили, кому из сыновей короля отдать корону. Часть духовенства поддерживала Этельреда, сына Эльфриды, а часть Эдуарда. В итоге 13-летний Эдуард взошел на трон. Править по-настоящему он тогда еще не умел, но именно на его репутацию легло мрачное знамение. В том же 975 году, когда умер Эдгар и был коронован Эдуард, на небе во время сбора урожая видели комету. И после этого среди англичан наступили большой голод и большие волнения. Англосаксонская хроника утверждает, что при юном короле Божий закон нарушился, Эльфрида и олдермены и многие другие правили монахами, и бандиты распустились и грабили вдов, и возникло много неправды и злых поступков. Грабили вдов отнюдь не люди короля, однако противопоставить бандитам твердую королевскую власть юноша не мог. Эдуарда не любили. Английский историк и писатель Дэниел Кристофер не слишком одобрительно отзывается о короле-мученике, говоря, что вызывающая манера поведения и оскорбительные речи, которые позволял себе новый король, очень скоро сделали его весьма непопулярной фигурой. То и дело вспыхивали восстания крупных землевладельцев. Политическая стабильность, сложившаяся при Эдгаре, была утрачена. В этом же году его сестра, будущая святая Эдита, стала монахиней. Вскоре после коронации брата ей, по легенде, приснился сон, в котором молодой король потерял правый глаз. Сон повторялся. Эдита рассказала о нем монахиням, считая это знамением близкой смерти единокровного брата, но к ней не прислушались. Сам Эдуард, по всей видимости, был весьма религиозен, как и отец. Но удержать упомянутых выше грабителей вдов король был не в силах. Так знатный землевладелец Эльфхер Мерсийский со своими людьми захватывал и разорял монастыри, отдавая их территории своим приближенным. Партия Эдуарда старалась как могла монахов и монастырские земли защищать.
Юношу поддерживали 3 великих святителя Англии – Освальд, Этельволд и святой Дунстан. Очевидно, однако, что набожному, но слишком молодому королю было не под силу подчинить Англию своей воле, как это сделал Эдгар. 3 или 4 года продлилось правление Эдуарда. Все это время Англию раздирали противоречия между олдерменами и борьба за монастырские земли. К своему 16-летию король был готов взять вожжи управления страной в свои руки, но ему не позволили это сделать. Убийство Эдуарда до сих пор представляет собой тайну. Недоброжелателей у короля было много. Одни принадлежали к противоборствующей партии, другие были обижены на Эдуарда за его скверный характер. А юноша, по всей видимости, действительно был вспыльчив, груб и нетерпелив. Упоминается, что он страдал от неконтролируемых вспышек ярости. Наиболее вероятной главой заговора представляется королева Эльфрида, злая мачеха, но нельзя исключать и Эльфхера Мерсийского. Известно, что король направлялся в замок Корф, где находились его мачеха и брат Этельред. Возможно, к последнему у Эдуарда был важный разговор, хотя Этельреду на тот момент было всего 10 лет. Дальше легенда утверждает следующее. Эльфрида вышла к воротам, встретив пасынка, и предложила ему войти. Эдуард остался на лошади, утверждая, что хочет только поговорить с братом. Тогда Эльфрида принесла ему напиток, и Эдуард согласился выпить. Пока он пил, один из слуг Эльфриды поцеловал его, а затем ударил кинжалом в грудь. По всей видимости, дело было приблизительно так, но именно приблизительно. До сих пор не ясно, была ли королева Эльфрида организатором заговора против пасынка, или же убила Эдуарда собственными руками, или она вообще была ни при чем, а убийство совершили советники Этельреда. А может, вообще Эльфхера. Основная версия указывает на Эльфриду как на вдохновительницу или даже непосредственную исполнительницу убийства. Не исключено, однако, что Эдуард успел во время нахождения в замке оскорбить кого-то из людей брата так, что тот заколол его в приступе ярости. Ну и версия «во всем виноват Эльфхер» тоже представляется весьма вероятной. Красивая, коварная и жестокая мачеха – архетип, любимый всеми сказочниками. Но если Эльфриду могла мотивировать жажда власти и желание видеть сына, а не пасынка на троне, то Эльфхеру взросление Эдуарда могло обойтись дорого. Юноша, дорвавшийся наконец до реальной власти, мог сурово наказать грабителя монастырей. Сначала Эдуарда похоронили без почестей. По легендам, где главной злодейкой выступает, разумеется, Эльфрида, королева сначала спрятала тело убитого пасынка в лачуге слепой женщины. Однако ночью тело Эдуарда начало сиять. Женщина обрела зрение и поняла, что это невинно убиенный король. Эльфрида в страхе и ярости приказала бросить труп в трясину. Трясина превратилась в целебный источник. Другие легенды утверждают, что тело короля сразу было захоронено в болоте и найдено благодаря сиянию, которое шло от него. Так или иначе, на мертвого короля смотрели иначе, чем на живого. Позабыты были его вспышки ярости и скверный характер, остался законный правитель, коварно убитый заговорщиками. Возможно, немалую роль в изменении представления об Эдуарде сыграла его сестра Эдита, которой приписывали великую праведность. Ее имя связывали со многими чудесами. По всей вероятности, девушка действительно была доброй и набожной, пользовалась любовью и уважением и искренне любила погибшего брата. Возможно также, что это было результатом недовольства, которое очень быстро вызвал преемник Эдуарда Этельред. Однако есть свидетельство, что сам Этельред позднее принимал активное участие в укреплении культа убитого брата. Уже через год тело короля перенесли в Шафтсибирийское аббатство, и сделал это никто иной, как Эльфхер, так долго бывший его противником. Возможно, олдермена мучило чувство вины. Примечателен еще один факт. Когда после смерти Эдуарда на престол взошел 10-летний Этельред, случилось очередное знамение, предвещавшее новому королю неудачу. На небе показалось красное облако, в которое ударила молния. Клирики истолковали это как недобрый знак, а святой архиепископ Дунстан обвинил Этельреда в том, что тот взошел на престол, запятнанный кровью брата. Говорили, что царствование Этельреда будет кровавым, что враги будут нападать на Англию и что земли англичан будут разорять снова и снова.
Действительно, Этельред правил довольно неудачно и вошел в историю под именем Неразумного. Однако это уже совсем другая история. Сейчас мощи Эдуарда принадлежат Русской Православной Церкви за границей. Его чествуют 18 марта. Именно в этот день юный король погиб, не успев совершить ничего значимого для Англии, но оставив после себя добрую память. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи – Анна Долгарева. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.